Привет! Это быстрый обзор безумных событий, подготовка к продолжению осады секты священных марионеток вездесущим павильоном, истощенные защитники на волоске от уничтожения. Во-первых, Хань Ли в жестокой схватке с вражеским лидером Джун Луанем, жаждущим мести. Тот использует клинок убийцы бессмертных и регенерирующую магию тумана. Хань Ли понимает опасность и включает формацию молнии для тактического отступления. Умный ход. Во-вторых, катастрофа на главной площади. Иллюзорная техника лидера секты Юнни не остановила командиров врагов Лудзи и Сюханя. Наемники, получив деньги, трусливо сбегают. Юнни и Байфэни в меньшинстве, готовятся к смерти. Наконец, эпичное спасение. С небес на гигантской серебряной тыкве спускается золотой бессмертный даос Хуан. Чтобы защитить Юнни, он рассыпает черные бобы. Они превращаются в армию трехметровых големов с топорами, превосходящих врагов силой. Баланс сил перевернулся. Охотники в ужасе. А теперь слушаем дальше. Глава 301. Злобная Ци. Я не думаю, что было бы разумно продолжать эту битву дальше, товарищ Даос Луцзи. Давайте отступим, сказал Сюэхань Луцзи с помощью голосовой передачи. Мой меч уже вытащен на несколько сантиметров из ножен, и я не могу просто так снова вложить его обратно без уважительной причины, холодным голосом ответил Луцзи. Как только его голос затих, он полностью вытащил свой длинный меч из ножен, послав огромную полосу белой ци меча прямо вверх. Впечатляет? Усмехнулся Даос Хуянь, взмахнув рукой в воздухе, и за его спиной из воздуха появился алый длинный меч. Золотые духовные узоры на лезвии меча лучисто светились, и вокруг него была массивная проекция меча длиной более 3 километров. Алые языки пламени вырывались с обеих сторон проекции меча, напоминая собой пару гигантских огненных крыльев, распахнутых в небе. Внезапно температура воздуха в радиусе сотен километров резко повысилась, и весь район пронизал палящий жар. В то же время духовные узоры на гигантских черных топорах, которыми владели все черные воины Да, также засветились палящим пламенем, и они набросились на воинов Да в лазурных доспехах и культиваторов вездесущего павильона. Культиваторы секты священных марионеток уже смирились со смертью, и все они были настолько обрадованы таким поворотом событий, что многие из них разразились слезами. Внезапно ход битвы снова переменился. Сюэхань слабо вдохнул, увидев это, и уже собирался полететь к Луцзи, когда Юнни и Байфэньи поднялись в воздух, чтобы встать у него на пути. С этим битва на площади возобновилась. В море гроз, где-то в сотнях тысяч километров от секты священных марионеток. Хань Ли стоял в воздухе, глядя на Чжун Луаня издалека. До этого момента он несколько раз использовал свою формацию молниеносной телепортации, но так и не смог отвязаться от Чжун Луаня. «Ты не сможешь сбежать от меня, даже если сбежишь на край света, Хань Ли», заявил Чжун Луань, и на его лице появилась насмешливая ухмылка. Это довольно дерзко со стороны того, кто лишь немного овладел законами злобной Ци. «Похоже, ты не намного лучше, чем твой младший боевой брат-идиот», усмехнулся Хань Ли. Услышав это, в глазах Чжун Луаня появился холодный взгляд. «Не думал, что ты сможешь распознать мои законы злобной Ци. Похоже, я, возможно, недооценил тебя. Я полагаю, ты все это время использовал злобную Ци, чтобы выследить меня и нанести мне эти внезапные удары, верно?» Усмехнулся Хань Ли. «Действительно. Реальность такова, что ты все это время приводил меня с собой, и мне не нужно было ничего делать», открыто признался Чжун Луань с насмешливой ухмылкой на лице. Выражение лица Хань Ли оставалось неизменным, когда он услышал это, но внутренне он был весьма заинтригован. На самом деле он мало что знал о законах злобной Ци, поскольку это был очень редкий тип законов, поэтому он не был знаком с тем, что в них особенного. Та черная нить, которую Чжун Луань ранее выстрелил в его тело, была проявлена из законов злобной Ци, и через нее он, казалось, мог отслеживать его местоположение и телепортироваться к нему. Помимо этого, Хань Ли также отчетливо ощущал, как в его сердце накапливается яростная и злобная энергия. Даже с его огромным духовным чувством он не мог насильно подавить ее, и чем больше он пытался это сделать, тем быстрее росла эта злобная энергия. У Хань Ли было ощущение, что как только эта злобная энергия разовьется до определенной точки, именно тогда его противник нанесет свой смертельный удар. Следовательно, лучшим вариантом было бы как можно скорее закончить эту битву. Подумав об этом, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, чтобы вызвать свою истинную ось тяжелой воды среди вспышки черного света, а затем послал ее прямо к Чжун Луаню.
На лице Чжун Луаня появилась слабая улыбка, и вместо того, чтобы предпринять какие-либо уклончивые действия, он полетел прямо к оси. В тот момент, когда истинная ось тяжелой воды должна была врезаться в его тело, он снова превратился в облако черного тумана, что позволило ему пройти сквозь нее совершенно невредимым. Увидев это, Хань Ли немедленно сделал ручную печать, и руна Да воды на истинной оси тяжелой воды начала ярко светиться, в то время как сама ось увеличилась примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером и начала быстро вращаться. Вся духовная ци атрибута воды в этом районе была взбита в бешенство осью, которая выпускала потоки невероятно мощной разрывающей силы, и вскоре на поверхности моря образовался огромный вихрь. Внезапно облако черного тумана, в которое превратился Чжун Луань, было втянуто в вихрь, быстро исчезнув в нем, прежде чем он успел среагировать. Однако Хань Ли знал, что это далеко не конец битвы, и он сделал приглашающий жест, чтобы вернуть к себе истинную ось тяжелой воды, где она зависла в воздухе перед ним. В результате вихрь воды, поднявшийся в небеса, каскадом обрушился обратно в море, поднимая при этом серию огромных волн. Однако даже после того, как волны полностью утихли, Чжун Луаня все еще нигде не было видно. Брови Хань Ли слегка нахмурились, увидев это. Только что в его сердце без предупреждения вспыхнула агрессия, и из его глобелы начали просачиваться струйки черного тумана. Прямо в этот момент в морской воде внизу внезапно появилась черная тень, похожая на чернила кальмара, и она быстро распространилась, окрашивая всю морскую воду в радиусе более 3 километров в черный цвет. Черные волны начали непрерывно вздыматься на поверхности моря, и из них вырывались струйки черного тумана. Внезапно со всех сторон поднялась серия огромных волн, похожих на гигантский черный цветок, и его лепестки сомкнулись вокруг Хань Ли, пытаясь поглотить его целиком. Хань Ли немедленно попытался предпринять уклончивые действия, но прямо в этот момент на его глобелле внезапно появилась вспышка черного света, и его сознание пронзила острая боль. В результате он на мгновение был обездвижен, и прежде чем он смог что-либо сделать, он был полностью окутан черной волной вместе со своей истинной осью тяжелой воды. Хань Ли осмотрел свое окружение и обнаружил, что находится в совершенно черном пространстве. С помощью своих глаз духовного прозрения он смог увидеть струйки черного тумана, парящие в воздухе вокруг него, но он не мог видеть сквозь них очень далеко. В то же время он обнаружил, что его духовное чувство также было сильно ограничено, и в этот момент все, что он мог ощущать, это, казалось бы, бескрайнее пространство злобной ци вокруг него. Он глубоко вздохнул, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, и его истинная ось тяжелой воды немедленно начала быстро вращаться, прежде чем устремиться вперед. Раздался глухой удар, когда истинная ось тяжелой воды ударилась о стену воды, которая несколько раз сильно вздрогнула, прежде чем выпустить струйки черного тумана, чтобы опутать истинную ось тяжелой воды, сделав ее полностью неподвижной. Чем больше бессмертной духовной силы он пытался влить в истинную ось тяжелой воды, тем сильнее окружающие струйки черного тумана привязывались к оси. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он сделал одной рукой ручную печать, и из его рукава вылетел лазурный длинный меч, а затем разделился на 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя среди вспышки лазурного света, прежде чем разлететься во всех направлениях. Каждый меч сиял лазурным светом, который высвобождал все больше лазурных проекций меча, составляющих несколько тысяч проекций меча, которые мгновенно заполнили все окружающее пространство. И если бы в этот момент кто-то находился снаружи этого чернильно-черного пространства, то он смог бы увидеть, что это черный шар диаметром более 300 метров, и он парит над морем, постоянно поглощая чернильно-черную морскую воду внизу. В то же время на поверхности черного шара непрерывно появлялись бесчисленные выпуклости, растягивая его в неправильную форму и делая похожим на колючий черный шар. В небе недалеко от колючего шара находился черный журавль с золотой короной и черным металлическим оперением, которое имело слабый огненный блеск, указывающий на то, что это необычное существо. На спине журавля сидел Чжун Луань, скрестив ноги. Его черная сабля лежала у него на руках, и он пристально смотрел на черный шар впереди. Все духовные узоры на поверхности черной сабли непрерывно мигали, и по ее лезвию также струилась черная ци. «Он там устроил настоящий переполох, хозяин», — высоким голосом сказал черный журавль, поворачивая голову к Чжун Луаню. «Неважно. Чем сильнее он сопротивляется, тем быстрее будет сходиться злобная аура, и тем больше он будет разъедаться моей злобной аурой. Когда он будет полностью измотан и истощен, тогда мы и покончим с его жизнью», — с улыбкой ответил Чжун Луань. «Нам не пришлось бы прилагать столько усилий, если бы мы не пытались раскрыть секреты, которые он скрывает. Он никак не сможет противостоять вашему клинку убийцы бессмертных Черного Императора, хозяин», — льстивым голосом сказал черный журавль. «Мне действительно любопытно узнать секреты, которые Фан Пань так отчаянно пытался раскрыть. Если я смогу раскрыть все эти секреты, это определенно будет стоить всего дополнительного времени и усилий, которые я здесь вкладываю», — сказал Чжун Луань.
Пока они разговаривали друг с другом, волнения в черном шаре постепенно начали утихать, пока не прекратились полностью, и к этому моменту вся черная морская вода уже слилась с черным шаром. Однако, как ни странно, черный шар не только не стал больше, но и значительно уменьшился, и в этот момент он напоминал гигантский черный кристалл. «Похоже, пришло время», — заявил Чжун Луань, поднимаясь на ноги на спине черного журавля, а затем взмывая в воздух и подлетая к черному шару, прежде чем мягко положить на него руку. В центре его ладони внезапно появилась вспышка черного света, прежде чем превратиться в черный вихрь, и из черного шара немедленно вырвался столб черного дыма, прежде чем войти в тело Чжун Луаня через вихрь. По мере того, как появлялось все больше и больше черного дыма, черный шар становился все меньше и меньше, и постепенно открывалась фигура Хань Ли. В этот момент все его тело было совершенно неподвижным, а глаза были плотно закрыты. Нить закона злобной ци на его глобелле уже исчезла, и ее заменила чернильно-черная злобная руна, которая выглядела так, словно стала частью его тела. 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя и истинная ось тяжелой воды рядом с ним были окутаны тонким слоем черного кристалла, и они пытались вырваться на свободу, но не могли этого сделать. Чжун Луань удовлетворенно кивнул, увидев это, а затем поднял палец к злобной руне на переносице Хань Ли. Как только его кончик пальца соприкоснулся со злобной руной, все секреты, скрытые в разуме Хань Ли, немедленно полностью открылись ему. Однако прямо в этот момент глаза Хань Ли внезапно распахнулись, и в его зрачках появилась вспышка синего света. Затем из его глобелы вырвалась полупрозрачная нить, разбив злобную руну, прежде чем устремиться прямо к глобелле Чжун Луаня. Глава 302. Ожесточенное столкновение. Чжун Луань явно был застигнут врасплох таким поворотом событий, и он рефлекторно отпрянул назад, но не предпринял никаких мер, чтобы попытаться отразить полупрозрачную нить, просто позволив ей лететь к своей переносице. Внезапно из медного головного убора на его лбу вырвалась вспышка лазурного света, и появилась проекция четырехглазого зверя, похожего на тигра, который открыл пасть, чтобы поглотить полупрозрачную нить. Тем временем на руке Хань Ли уже появился слой золотых чешуек, и его кулак сиял лучистым золотым светом, когда он нанес всемогущий удар в грудь Чжун Луаня. Чжун Луань насильно подавил свое собственное замешательство, поспешно подняв свою саблю перед собой, а затем прижал руку к плоскости лезвия, чтобы удержать его от удара Хань Ли. Раздался оглушительный грохот, когда в небе взорвалась вспышка золотого света, и Чжун Луань отлетел назад, словно астероид, от силы столкновения, тяжело рухнув на поверхность моря, подняв шквал огромных волн. Хань Ли на этом не остановился, сделав ручную печать обеими руками, прежде чем взмахнуть рукавами в воздухе, и 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя немедленно разбили черный кристалл вокруг них, а затем полетели по воздуху в виде полос лазурного света, прежде чем погрузиться в море в погоню за Чжун Луанем. В то же время руна Да воды на истинной оси тяжелой воды резко засветилась, и она также вырвалась из черного кристаллического материала, прежде чем рухнуть на поверхность моря. Все это произошло всего за несколько секунд, и только после этой последовательности событий огромный черный журавль в небе, наконец, отреагировал, энергично взмахнув крыльями вниз. Огненно-черный свет на его крыльях значительно усилился, и они выпустили пару массивных черных огненных шаров, которые устремились к истинной оси тяжелой воды. Два оглушительных грохота раздались один за другим, когда черное пламя вспыхнуло над поверхностью истинной оси тяжелой воды, слегка отклонив ее в сторону и заставив на мгновение прорезать море, прежде чем она выпрямилась и продолжила лететь обратно к Хань Ли. Хань Ли лишь мельком взглянул на гигантского черного журавля, прежде чем снова направить свой взгляд на поверхность моря. Глубоко под водой черная тень быстро поднялась вверх, прежде чем вылететь на открытое пространство с черной саблей, крепко сжатой в руке, и он без колебаний ударил за собой. Духовные узоры на поверхности сабли засветились, и одна за другой проекции сабли пронеслись по морю, словно волны, разбивающиеся о берег. Сразу же после этого из воды вылетела серия светящихся лазурных летающих мечей среди брызг, и они врезались в волны проекции сабли с пронзительным скрежетом. Черные проекции сабли были разбиты одна за другой, а лазурные длинные мечи также были остановлены. Тем временем Чжун Луань продолжал лететь по воздуху, прежде чем приземлиться на спину черного журавля, и он бросил яростный взгляд на Хань Ли. «Не думал, что ты сможешь освободиться от порчи моей злобной ци. Даже если твое духовное чувство намного превосходит таковое у твоих сверстников, ты никак не должен был быть способен на это. Неужели ты совершенствовал запретную технику духовного очищения?» — спросил Чжун Луань. Хань Ли молчал, не выказывая никакого намерения дать ответ. Он взмахнул рукавами в воздухе, и 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя немедленно вернулись к нему, слившись в один лазурный длинный меч, прежде чем приземлиться в его руке. «Похоже, ты действительно скрываешь много секретов.
Неудивительно, что Фан Пань был так полон решимости выследить тебя. Я с нетерпением жду возможности захватить твою зарождающуюся душу и увидеть все, что в ней скрыто. Усмехнулся Чжун Луань. Молчание, золото, с безразличным выражением сказал Хань Ли, после чего священная ось мантры в его теле резко начала вращаться в обратном направлении. В то же время более 40 рун до времени на священной оси мантры засветились одновременно, и он мгновенно исчез с места, не оставив после себя даже остаточных изображений, прежде чем появился на спине черного журавля, словно посредством мгновенной телепортации. Прежде чем Чжун Луань успел понять, что произошло, лазурный длинный меч Хань Ли уже пронзил его сердце. Глаза Чжун Луаня расширились от недоверия, когда он посмотрел на меч, торчащий из его груди, и черную кровь, которая лилась из раны, уже пропитав его одежды. «Хозяин!» — пронзительно закричал черный журавль. Тем временем Хань Ли без колебаний вытащил свой длинный меч из груди Чжун Луаня, прежде чем метнуться назад по воздуху. Он только что слетел со спины черного журавля, когда тело Чжун Луаня распалось на облако черного тумана. Как оказалось, это был всего лишь клон, сформированный злобной Ци. Затем в другом месте неба появилось облако черного дыма, и Чжун Луань снова появился. На данный момент вся насмешка в его глазах была заменена холодным и торжественным взглядом. Хань Ли чувствовал легкое разочарование. Его священная ось мантры все еще не восстановила все 108 своих рун до времени, поэтому он не мог в полной мере использовать свою способность реверсивной священной оси. В результате он не смог мгновенно убить противника калибра Чжун Луаня одним ударом. «Я действительно недооценил тебя. Не думал, что ты также овладел законами скорости, как и Фан Пань, и твоя скорость даже превосходит его. Неудивительно, что ты смог убить его», — сказал Чжун Луань с серьезным выражением лица. Хань Ли, естественно, не собирался исправлять ошибочную оценку Чжун Луанем его сил закона, и он спросил: «Тот факт, что ты смог пережить этот удар, должно быть, как-то связан с Фан Панем, верно, верно?» «Я действительно подготовил этого клона как защиту от своего младшего боевого брата. Он развивался слишком быстро, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как остерегаться его, и я, конечно, не думал, что клон вместо этого спасет меня от кого-то другого», — размышлял Чжун Луань. Пока он говорил, он незаметно делал ряд ручных печатей одной рукой, спрятанной за спиной. Круги странных узоров на его ладони начали светиться алым светом, и кожа под его черным плащом также начала приобретать красный оттенок. В глазах черного журавля мелькнул страх и тревога, когда он увидел это, и под его крыльями вспыхнули два шара черного света, явно указывая на то, что он готовится в любой момент сбежать с места происшествия. Хань Ли, естественно, заметил все это, но его выражение лица оставалось совершенно неизменным. Его истинная ось тяжелой воды парила перед ним, как щит, и он держал свой лазурный длинный меч в одной руке, а в другой — два шара молний тяжелой воды, которые он держал спрятанными в рукаве. Раздалась вспышка песнопения, когда зрачки Чжун Луаня стали алыми, и из его тела начали подниматься струйки красного тумана. В то же время его черная сабля также постепенно приобретала красный оттенок. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, и он смог почувствовать явное изменение в ауре Чжун Луаня. Он все еще мог ощущать злобную Ци, поднимающуюся из его тела, но это была не та агрессивная злобная Ци, что раньше. «Пора положить конец этой битве», — заявил Чжун Луань, исчезнув с места в виде алой тени. В следующее мгновение он появился под Хань Ли справа от него, прежде чем рубануть своей саблей по диагонали вверх, нанеся удар по Хань Ли под крайне неудобным углом. Казалось, Хань Ли уже предвидел это, и он взмахнул своим длинным мечом вниз, чтобы столкнуться с алой саблей, а затем воспользовался ударом столкновения, чтобы отлететь назад по воздуху и увеличить расстояние между собой и Чжун Луанем. В то же время два шара молний тяжелой воды выскользнули из его рукава и упали перед Чжун Луанем. Фиолетовые молниеносные жилы на поверхности шаров молний тяжелой воды резко засветились, сразу же после чего последовал оглушительный взрыв. Разрушительный ореол фиолетовой молнии распространился по воздуху во всех направлениях, охватив всю окружающую область в радиусе нескольких километров. Прежде чем первый взрыв успел утихнуть, засветился и другой шар молний тяжелой воды, но молниеносные жилы на нем были золотыми, а не фиолетовыми. Раздался еще один сильный взрыв, и над поверхностью моря одно за другим поднялись два огромных черных солнца, в то время как золотые и фиолетовые молнии непрерывно сверкали. Вспышка света была настолько яркой, что невозможно было разглядеть Чжун Луаня внутри нее, и море внизу бурно взволновалось, когда бесчисленные крошечные черные пятнышки тяжелой воды вырвались во всех направлениях, заставляя окружающее пространство сильно содрогаться. Взрывы вызвали волны сферических ударных волн, которые подняли огромные волны над поверхностью моря, и черный журавль уже улетел вдаль в виде шара черного пламени. В этот момент он парил в небе на высоте более 30 километров, глядя на Хань Ли и Чжун Луаня со страхом в глазах.
Похоже, жемчужины грома тяжелой воды все же мощнее из этих двух, заметил Хань Ли про себя, глядя на фиолетовую и золотую молнии, которые сверкали над поверхностью моря. Из двух шаров молний тяжелой воды, которые он только что выбросил, один был очищен с помощью силы фиолетового кристалла, который он получил из моря гроз, а другой был очищен с помощью божественной молнии, убивающей дьявола после последнего очищения его зеленых бамбуковых мечей облачного роя. Из первых он уже израсходовал слишком много, выполняя задания секты и гильдии странников, так что у него осталось не так уж много, а что касается последних, то их было очень трудно очистить, так что у него тоже было не так уж много. Поскольку он только что взорвал по одному из каждого, было ясно, что шары молний тяжелой воды, которая была наполнена божественной молнией, убивающей дьявола, была более грозной из этих двух. По мере того, как взрыв утих, на поверхности моря можно было увидеть разорванные клочья черного плаща, а в воздухе висело облако кровавого тумана, но вместо того, чтобы обрадоваться этому, в глазах Хань Ли появилось мрачное выражение. Он мог чувствовать ауру Чжун Луаня, пронизывающую всю окружающую область в радиусе десятков километров. Прямо в этот момент поверхность моря, которая уже была окрашена в алый цвет, начала пузыриться и пениться, и вскоре на всей поверхности моря в радиусе нескольких сотен километров появился слой больших пузырей. Глава 303. Изумление. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он устремил свой взгляд на эту область и увидел, что алое море непрерывно бурлит. На его поверхности вздымались бурные волны, в то время как из глубин медленно поднимались более 100 массивных теней, принося с собой подавляющий тошнотворный запах крови. Хань Ли активировал свою технику духовного очищения, чтобы защитить свое сознание, и он неосознанно сжал свой меч крепче, когда осматривал поверхность моря, и в его глазах вспыхивал синий свет. Наконец, все тени, поднимающиеся снизу, одна за другой появились из воды, обнаружив, что это были различные морские демонические звери всех видов и мастей. Хань Ли видел всех этих демонических зверей в некоторых книгах, которые он читал в прошлом, и он знал, что их базы совершенствования сильно различаются, причем самые сильные из них уже находятся на стадии истинного бессмертного, но в этот момент все они плавали брюхом вверх на поверхности моря, и они не могли быть более мертвыми. У каждого из них было гигантское круглое отверстие в животе, из которого непрерывно лилась кровь, растекаясь по морской воде, как массивная алая вуаль. Хань Ли мог видеть, что кожа и плоть вокруг этих ран были развернуты наружу, указывая на то, что их тела взорвались изнутри, а не на то, что раны были результатом внешней силы. Внезапно раздался почти звериный рев, и по поверхности моря внизу прокатились огромные волны. Массивная алая рука размером, более 300 метров, внезапно раздвинула волны и высунулась из моря, чтобы схватить Хань Ли, который немедленно отпрянул назад, пытаясь увернуться от нее. Однако как раз в этот момент на пути его отступления из воды появилась еще одна идентичная гигантская алая рука, которая также потянулась к нему. Хань Ли поспешно изменил направление в виде полосы лазурного света, но прямо в этот момент появились еще две массивные алые руки, одна перед ним, а другая позади, и они приближались к нему с обеих сторон. Огромные алые руки были поразительно быстрыми, до такой степени, что Хань Ли оказался зажат между ними, прежде чем успел отреагировать. Сразу же после этого морская вода начала бурно волноваться, и из глубины медленно поднялась огромная фигура высотой более 3 километров. Как оказалось, это была гигантская алая фигура с четко очерченными мускулистыми линиями по всему телу, и она была совершенно голой, за исключением лазурной набедренной повязки на талии. Она была похожа на гиганта, которого только что освежевали, и на его обнаженных мышцах все еще была кровь. Его лицо было чрезвычайно искаженным и ужасным, но в нем все еще можно было увидеть некоторое сходство с Чжун Луанем. Помимо пары рук, прикрепленных к его плечам, у алого гиганта была еще пара рук, растущих из-под ребер, и это были не что иное, как руки, прикрепленные к этой нижней паре рук, между которыми был зажат Хань Ли. В этот момент Хань Ли чувствовал себя так, словно его раздавили между парой массивных гор, и его кости непрерывно скрипели и стонали. Он издал громкий рев, когда на обеих его руках появился слой золотых чешуек, и он изо всех сил оттолкнул пару гигантских ладоней. Благодаря своей огромной силе он смог слегка оттолкнуть гигантские ладони в стороны, чтобы открыть небольшой зазор. В ответ алый гигант немедленно издал громовой рев и приложил еще больше силы к своим рукам, насильно устранив зазор, который Хань Ли едва успел создать между ними. Лицо Хань Ли покраснело, когда он издал низкий рев, и в следующее мгновение все его мышцы начали вздуваться, а его тело быстро раздулось, как воздушный шар, быстро превращаясь в гигантскую золотую обезьяну высотой более 3 километров. В то же время над его телом появился белый свет, а на его груди и животе появились 7 пятнышек синего звездного света, в то время как его тело еще больше увеличилось в размерах.
Гигантская обезьяна издала еще один низкий рев, когда она свирепо посмотрела на алого гиганта, а затем силой раскинула руки, и она не только смогла раздвинуть руки алого гиганта, но и смогла схватить их. Затем золотая обезьяна скрутила свои собственные руки, выворачивая руки алого гиганта наружу, и мгновенно раздался звук хруста костей, сразу же за которым последовал крик боли. Однако в то же время алый гигант протянул две другие руки, чтобы зажать руки золотой обезьяны в тиски. Сразу же после этого он начал петь заклинание грохочущим голосом, и когда он это сделал, на ладонях рук, сжимавших руки гигантской обезьяны, появилась серия странных штопорообразных узоров, и выскользнули две алые змей, прежде чем обвиться вокруг рук золотой обезьяны. Хань Ли немедленно почувствовал, как по его рукам пробежала вспышка палящей боли, и он поспешно отпустил руки алого гиганта, прежде чем отшатнуться назад на десяток шагов. Открыв некоторое расстояние между собой и алым гигантом, Хань Ли опустил взгляд и увидел круги штопорообразных отметин, идущих по его рукам до самых плеч, и это выглядело так, словно они были выжжены на его коже. «С моей злобной кровавой меткой на твоем теле ты практически мертв», заявил алый гигант таким громовым голосом, что окружающее пространство непрерывно содрогалось. Как только его голос затих, он продолжил петь свое заклинание, и над его телом начала появляться серия гигантских алых рун. Хань Ли чувствовал, как палящая боль в его руках с каждой секундой становится все сильнее, и он наклонился вперед, чтобы погрузить свои руки в морскую воду, пытаясь уменьшить боль, но безрезультатно. Что было еще более тревожным, так это то, что вся его кровяная эссенция в настоящее время бурно бушевала по его телу, словно дикий конь, которого отпустили с поводьев. Он отчетливо ощущал, как температура его кровяной эссенции быстро растет, словно она вот-вот загорится, и вскоре она прорвется сквозь его вены, заставив его тело взорваться. Если бы не тот факт, что он был небесным бессмертным с физическим телом, гораздо более грозным, чем у среднего истинного бессмертного, и что он совершенствовал искусство очищения органов, его органы, скорее всего, уже взорвались бы к этому моменту. Хань Ли был поражен таким поворотом событий. Со способностями закона злобной Ци, которыми владел его противник, было чрезвычайно трудно справиться. Сначала это была яростная злобная Ци, которая поколебала его духовное чувство, а теперь эта вспышка кровяной злобной Ци пыталась контролировать его кровяную эссенцию. Он на мгновение взял себя в руки, а затем попытался подавить волнение в своей кровяной эссенции, используя свою бессмертную духовную силу, но снова безрезультатно. С таким количеством типов истинной духовной кровяной эссенции сил, влитых в его родословную, его кровяная эссенция была гораздо мощнее, чем у среднего истинного бессмертного, и он не мог подавить ее только своей бессмертной духовной силой. Внезапно из тела Хань Ли раздался драконий рев, после чего за его спиной среди вспышки золотого света появилась гигантская проекция пятикоктистого золотого дракона, прежде чем взреветь в небеса. Лицо гигантской обезьяны исказилось от агонии, и она также издала крик боли. У тебя в теле есть родословная истинного духа. Это фантастика. Небеса действительно улыбаются мне. Восторженным голосом воскликнул алый гигант. Затем он сделал странную ручную печать всеми четырьмя своими массивными руками, и над его телом появились ряды рун в форме полумесяца, мерцающие ало-желтым свечением, похожим на магму. Сразу же после этого раздался четкий крик феникса, и за Хань Ли также появилась проекция радужного феникса, зависшая в воздухе прямо рядом с золотым драконом. Черный журавль, который уже отступил на расстояние более 30 километров, был очень удивлен, увидев это. У него в теле более одного типа родословной истинного духа. Обычно обладание несколькими родословными истинного духа было бы большим преимуществом, но, учитывая способности хозяина, эти родословные истинного духа будут работать только против него. Усмехнулся черный журавль. Как только его голос затих, за гигантской обезьяной среди вспышки лазурного света появилась проекция лазурной птицы Луань, а затем проекция птицы молнии среди вспышки серебряной молнии. Сразу же после этого появились проекции пятицветного павлина и гигантской черной черепахи. Невозможно. Как он мог иметь так много? Недоверчивым голосом воскликнул черный журавль. В этот момент он больше всего на свете хотел отрастить пару рук, чтобы протереть глаза. Он просто не мог поверить, что кто-то может обладать таким количеством могущественных родословных истинного духа, особенно человек, у которого было самое слабое физическое тело среди всех рас. Еще один мучительный рев вырвался из пасти гигантской обезьяны, и проекции истинного духа, парящие за ней, внезапно начали яростно бороться, кто-то пытался подняться в небеса, а кто-то спуститься в море. Алые метки на руках гигантской обезьяны также начали ярко светиться, и волнения в ее кровяной эссенции стали еще более сильными, заставляя ее проноситься по ее венам, как дикий бык. Это палящее ощущение, исходившее изнутри его тела, было еще больнее, чем если бы с него содрали кожу и вырвали кости. Хань Ли чувствовал, что кровяная эссенция в его теле становится все более яростной,
и как только она достигнет определенного порога, она вырвется из его тела. Как только это произойдет, он закончит так же, как и те мертвые морские демонические звери, плавающие на поверхности моря. Глава 304. Нити злобного духа. Алый гигант понял, что Хань Ли близок к пределу своих возможностей, и на его отвратительном лице появилась жуткая улыбка, когда он взревел: «Пора тебе умирать». С этим заявлением Хань Ли немедленно почувствовал, как агония в его теле усилилась в несколько раз, и это было похоже на то, как если бы бесчисленные острые иглы пронзали его меридианы и даже кости. В его глазах появился слабый золотой свет, и он откинул голову назад и издал громовой рев, отказавшись от попыток подавить свою кровяную эссенцию с помощью своей бессмертной духовной силы, вместо этого полностью посвятив ее активации своего искусства происхождения истинного дьявола. На его теле появился слой пурпурно-золотых чешуек, а на его плечах и под ребрами соответственно появились 2 устрашающие головы и 4 пурпурно-золотые руки. 6 глаз на 3 головах гигантской обезьяны одновременно распахнулись, а на лбу 2 голов по обе стороны от центральной появился короткий серебряный рог. После высвобождения его телосложения святой нирваны проекции истинного духа, которые грозили вырваться на свободу, одна за другой вернулись в его тело, и в результате Хань Ли снова значительно вырос, что позволило ему возвышаться над алым гигантом. Пурпурно-золотые чешуйки по всему его телу соединились вместе, образовав костюм пурпурно-золотых доспехов с бесчисленными древними рунами, начертанными на его поверхности, и он покрывал все тело Хань Ли, излучая чрезвычайно грозную ауру. Вдалеке Чжун Луань наблюдал с изумленным выражением лица. Он никак не мог понять, как Хань Ли удалось избежать контроля его злобной кровяной метки, и при виде этого нового преобразования, которое принял Хань Ли, в его сердце зародилось чувство беспокойства. На самом деле, Хань Ли не был уверен, что его искусство происхождения истинного дьявола сможет подавить кровяную эссенцию истинного духа в его теле, и он высвободил их только для того, чтобы все его родословные истинного духа были объединены и направлены к коллективной цели, а не продолжали бушевать под воздействием злобной кровяной метки. Еще в царстве духов он часто использовал все свои родословные истинного духа, чтобы высвободить свое телосложение святой нирваны, так что это не было для него чуждым процессом. Его 3 головы одновременно усмехнулись, а 6 гигантских рук мелькнули в воздухе в размытом движении, высвободив бесчисленные проекции, которые устремились прямо к Чжун Луаню. Внезапно появились бесчисленные золотые проекции кулаков, затмившие все небо, прежде чем резко исчезнуть в воздухе. Почти в тот же самый момент пространство вокруг алого гиганта вздыбилось и забурлило, и из воздуха появились бесчисленные золотые проекции кулаков, прежде чем обрушиться на него с разрушительной силой. Алый гигант немедленно поднял свои 4 руки и быстро взмахнул ими в воздухе, чтобы высвободить шквал собственных проекций кулаков, и непрерывно раздавалась серия оглушительных грохотов. Прежде чем столкновение между золотыми и алыми проекциями кулаков успели утихнуть, в воздух взмыла огромная фигура, а затем обрушилась на алого гиганта, словно гора. Над головой огромной фигуры был поднят огромный лазурный длинный меч, который также взмахнул с огромной силой. В ответ алый гигант поднял 2 руки и сделал хватательное движение, чтобы вызвать огромную алую саблю, которой он парировал массивный лазурный длинный меч. Раздался оглушительный грохот, когда лазурный меч ударился об алую саблю, послав вниз поток поразительной силы. Алого гиганта заставили встать на одно колено, а задняя часть его огромной сабли также глубоко вонзилась вплоть на его плече. В то же время по поверхности моря прокатились огромные волны, и даже бесчисленные рыбы и морские демонические звери, находившиеся в тысячах километров отсюда, погибли от силы всемогущего удара. Заставив алого гиганта встать на одно колено, Хань Ли шагнул вперед, прежде чем пнуть ногой по груди гиганта. В глазах гиганта вспыхнул алый свет, и на его груди резко появилось массивное отверстие, внутри которого находились бесчисленные зазубренные белые клыки, которые злобно сомкнулись вокруг ноги гигантской обезьяны, словно огромный капкан. Однако он увидел лишь размытое мелькание перед глазами, после чего его пронзила острая боль в груди. Как оказалось, белые клыки в его груди даже не успели раскрыться, прежде чем на них наступила нога гигантской обезьяны, мгновенно сломав несколько десятков из них. Более того, сила, стоявшая за топотом огромной обезьяны, была такова, что в груди алого гиганта образовалась огромная дыра. Алый гигант выплюнул полный рот крови, когда он изо всех сил вытолкнул свою длинную саблю вверх, в то же время ударив гигантскую обезьяну 2 другими руками. Гигантская обезьяна не отступила, продолжая силой опускать свой меч вниз, в то же время нанося ответный удар 4 оставшимися кулаками. 2 руки алого гиганта не могли сравниться с яростным шквалом из 4 рук гигантской обезьяны, и он был всесторонне подавлен. Раздалась серия громких ударов, и вся морская вода внизу непрерывно содрогалась с каждым ударом.
Вскоре грудь и руки алого гиганта превратились в искорёженную массу плоти и крови, представляя собой жалкое зрелище. Прямо в этот момент Хань Ли внезапно протянул две руки, чтобы схватить пару рук, которыми Чжун Луань держал свою саблю. В результате он смог освободить свои руки, держащие меч, и оттянул меч назад, прежде чем рубануть им по голове алого гиганта. Алый гигант был сильно встревожен таким поворотом событий, и он немедленно попытался уклониться, но не смог никуда деться, поскольку его придавливал вес гигантской обезьяны. Раздался громовой вой, когда половина его головы была отрублена малиновым длинным мечом, и, лишившись головы, 4 руки алого гиганта мгновенно безвольно повисли. «Хозяин!» — встревоженно позвал черный журавль издалека. Никогда за все годы, проведенные рядом с Чжун Луанем, он не видел, чтобы тот был доведен до такого жалкого состояния, и его глаза были полны настороженности, когда он устремил свой взгляд на Хань Ли. Внезапно гигантская обезьяна подняла руку, и на ее ладони появилась вспышка золотого света, когда она приготовилась нанести удар по тому, что осталось от головы алого гиганта. Однако внезапно тело алого гиганта внезапно растворилось в лужу вязкой кровавой жижи, которая окутала 3 руки гигантской обезьяны и одну ее ногу. Затем жижа немедленно начала оказывать огромное всасывающее усилие, которое крепко зафиксировало эти руки и эту ногу на месте, заставив Хань Ли почувствовать себя так, словно он наступил в зыбучие пески. В то же время внутри жижи появились ряды своеобразных золотых нитей, напоминающих стаю рыб, плывущих сквозь нее, и они двигались к рукам и ноге гигантской обезьяны. Дурное предчувствие зародилось в сердце Хань Ли, когда он обнаружил колебания закона, исходящие от этих золотых нитей, и он поспешно изо всех сил призвал свою бессмертную духовную силу, чтобы попытаться высвободить свои руки и ногу, но он смог вытащить их только на 3 метра, прежде чем они перестали двигаться дальше. К этому моменту золотые нити уже прибыли и пронзали его, словно золотые иглы. Несмотря на слой пурпурно-золотых чешуек, покрывавших все его тело, золотые нити все еще могли беспрепятственно проникать в его плоть. Как только золотые нити проникли в его тело, Хань Ли немедленно ощутил онемение, сразу же после чего вся его бессмертная духовная сила начала бешено вырываться из его тела, словно паводковой воды через прорванную плотину. Все эти тонкие нити были похожи на ряд широких рек, которые направляли его огромную бессмертную духовную силу из его тела в ту огромную лужу кровавой жижи. Хань Ли отчаянно пытался вырваться на свободу, но с быстрой потерей бессмертной духовной силы свет, исходящий от его тела, постепенно тускнел, и он также быстро уменьшался в размерах. Всего за несколько мгновений он вернулся к своей нормальной человеческой форме, и половина его тела оказалась в ловушке жижи. Он все еще был совершенно не способен двигаться, но, к счастью, золотые нити, которые вытягивали его бессмертную духовную силу из его тела, также исчезли. До того, как высвободить свое телосложение святой Нирваны, он уже убрал свою маску гильдии странников, и в этот момент его обнаженное лицо было слегка бледным, а брови были крепко нахмурены. В 300 метрах от него часть лужи жижи начала вздыматься, словно волна, быстро проявляя верхнюю половину тела Чжун Луаня, в то время как нижняя половина его тела все еще была слита с жижей на поверхности моря. «Я действительно недооценил тебя. Ты заставил меня использовать нити злобного духа, которые я накапливал на протяжении десятков тысяч лет. Если мне не удастся раскрыть все твои секреты, это будет чрезвычайно тяжелой потерей», — холодным голосом сказал Чжун Луань. Его цвет лица был не намного лучше, чем у Хань Ли, что указывало на то, что выкачанная бессмертная духовная сила не была направлена в его тело. «Почему приказу ты действуешь? Почему ты настаиваешь на том, чтобы преследовать меня на каждом шагу?» — спросил Хань Ли с холодным взглядом. В то же время он уже вызвал камень бессмертного происхождения, который держал в руке, спрятанный в кровяной жиже, и он быстро поглощал бессмертную духовную силу внутри. «Я не знаю, по чьим инструкциям действовал Фан Пань, но тебе сейчас стоит беспокоиться о себе. Как насчет того, чтобы рассказать мне, почему Фан Пань и остальные так стремились выследить тебя? Это сэкономило бы мне усилия по исследованию твоей души. Техника поиска души, которую я использую, довольно уникальна, и я уверен, что она тебе не понравится», — сказал Чжун Луань. «Так уж получилось, что меня всегда интересовали техники поиска души, так что я бы не возражал увидеть, что в твоей такого уникального», — ответил Хань Ли, и на его лице появилась слабая улыбка. «Хорошо. Если ты настаиваешь на наказании, то я исполню твое желание», — холодно фыркнул Чжун Луань. Как только его голос затих, он сделал хватательное движение одной рукой, и в его руке появилась длинная алая сабля. Сразу же после этого он начал быстро скользить к Хань Ли, словно волна, а затем поднял алую саблю в руке, и все узоры на лезвии сабли начали излучать ослепительный алый свет, прежде чем сабля была опущена на Хань Ли. Глава 305. Выложиться на полную. Хань Ли крепко сжал кулаки,
прежде чем поднять их изо всех сил, но он не смог поднять их вообще, словно к ним были привязаны две горы. Алая проекция сабли достигла его в мгновение ока, но как раз тогда, когда она была не более чем в 30 метрах от него и собиралась ударить его по голове, она внезапно замедлилась до скорости улитки, словно разрезала слои чрезвычайно прочной золотой ткани. В то же время за его спиной среди вспышки золотого света появилась священная ось мантры Ханли, и она медленно вращалась, в то время как 40 или около того зажженных рун до времени на ее поверхности выпускали круги золотых рябей. В нескольких сотнях метров от него Чжун Луань мог чувствовать колебания закона, исходящие от священной оси мантры, и он обнаружил, что независимо от того, сколько силы он прикладывает, он не может заставить алую проекцию сабли опуститься быстрее. Ему в голову сразу же пришла мысль, и его выражение лица резко изменилось, когда он воскликнул: «Неужели это сила законов времени? Сожгите его заживо!» Быстрее поняв, что Ханьли способен владеть силами закона времени, он немедленно отказался от попыток не навредить душе Ханьли и переключил свое внимание на то, чтобы как можно быстрее уничтожить своего противника. Чем дольше длилась битва, тем больше он понимал, что Ханьли — это не тот, над кем он может по своему усмотрению навязывать свою волю. Как только его голос затих, в небе раздался пронзительный крик, и гигантский черный журавль спикировал с небес, энергично взмахнув крыльями, чтобы послать море палящего черного пламени, устремляющегося прямо к Ханьли. Как только черное пламя проникло в золотые ряби, скорость его спуска также замедлилась до минимума, что не позволило ему на какое-то время приблизиться к Ханьли. Прямо в этот момент на плече Ханьли среди вспышки серебряного света появилась крошечная огненно-серебряная фигура, и она похлопала себя по животу, когда устремила свой взгляд на приближающееся море черного пламени, словно с нетерпением ожидая угощения, которое ей предлагают. «Вперед!» — приказал Ханьли, и огненно-серебряная фигура мгновенно взмыла в воздух, а затем превратилась в гигантского серебряного огненного ворона, который полетел прямо к морю черного пламени. В то же время из его тела также вырвалось бескрайнее море серебряного пламени, чтобы столкнуться с черным пламенем, а сам серебряный огненный ворон набросился на гигантского черного журавля. Высоко в небе разгорелась ожесточенная битва между двумя огромными птицами, одной серебряной и одной черной, которые выпускали потоки пламени из своих крыльев. К этому моменту выражение лица Чжун Луаня уже стало чрезвычайно мрачным. Он продолжал одной рукой силой опускать свою саблю, а другой сделал ручную печать, прежде чем погрузить ее в кровавую жижу внизу. Как только он это сделал, вокруг его руки из воздуха мгновенно появились круги рун, прежде чем распространиться во всех направлениях. Кровавая жижа на поверхности моря мгновенно забурлила, когда поднялись огромные волны, прежде чем устремиться к Ханьли, но они также не смогли избежать участи быть замедленными священной осью мантры Ханьли. Гигантские алые волны вокруг Ханьли напоминали ряд высоких алых стен, которые окружали его со всех сторон, и казалось, что он может с легкостью справиться со всеми приближающимися атаками, но на самом деле он отчаянно боролся. Он израсходовал слишком много своей бессмертной духовной силы, и хотя ему удалось пополнить часть ее с помощью камня бессмертного происхождения, он все равно не смог бы долго поддерживать свою священную ось мантры. Ханьли сделал одной рукой ручную печать, когда он пропел заклинание, и из кровавой жижи внизу мгновенно вырвалось бескрайнее море лазурного света. Сразу же после этого появились 72 зеленых бамбуковых меча облачного роя, прежде чем с трудом пробраться сквозь жижу, высвободив бесчисленные полосы лазурного света меча, которые переплелись, образовав под ним огромный шар лазурного света. Сразу же после этого раздался оглушительный драконий рев, и шар лазурного света под Ханьли яростно взорвался, когда лазурный свернутый дракон вырвался наружу, прежде чем взмыть прямо к небесам. Ханьли стоял на голове дракона, и благодаря лазурной формации мечей свернутого дракона он смог вырваться из кровавой жижи и подняться в воздух. Он только успел удержаться на ногах, когда священная ось мантры за его спиной уменьшилась до шара золотого света, прежде чем вернуться в его тело. Выражение лица Ханьли оставалось неизменным, когда он пристально рассматривал Чжун Луаня, перевернув руку, чтобы достать лазурную пилюлю. Проглотив пилюлю, он вызвал еще один камень бессмертного происхождения, с помощью которого он начал пополнять свою бессмертную духовную силу, в то же время сделав хватательное движение другой рукой. Лазурный свернутый дракон немедленно распался на 72 лазурных летающих меча, а затем слился в один лазурный длинный меч, который устремился в его руку. С исчезновением священной оси мантры Чжун Луань снова смог двигаться с нормальной скоростью, и он ударил руками по кровавой жиже внизу, подняв огромную волну, которая подтолкнула его в небо. В то же время он открыл рот, чтобы выпустить полупрозрачную алую нить, которая выстрелила в ладонь его руки. Плоть на его руке мгновенно обнажилась, прежде чем медленно зашевелиться, сливаясь с алой саблей в его руке, и на его лице появилось болезненное выражение, когда он невольно застонал.
В то же время узоры на поверхности алой сабли в его руке начали вздуваться, как вены, непрерывно пульсируя, словно это было настоящее живое существо с кровью, текущей по его венам. Тело Чжун Луаня все еще было слито с кровавой жижей внизу, и по всему его телу засветились ряды паутинообразных золотых узоров, простирающихся до самого алого моря внизу. По мере того, как вены на алой сабле продолжали пульсировать, кровавая жижа в море начала превращаться в чистую злобную кровяную ци, которая текла в саблю через эти золотые вены. В результате сабля увеличилась примерно вдвое по сравнению с первоначальным размером, и она излучала чрезвычайно грозные колебания закона, в то время как злобная кровяная ци, исходящая от нее, заполнила практически всю область моря. К тому времени, когда Чжун Луань был не более чем в 300 метрах от Ханьли, вся кровавая жижа под ним полностью втекла в его алую саблю, но вены на лезвии все еще непрерывно пульсировали, словно она еще не была насыщена. Его мышцы начали медленно атрофироваться, а щеки ввалились, создавая впечатление, будто алая сабля высасывает его досуха. «Умри!» — взревел Чжун Луань, круговым движением взмахнув своей алой саблей в воздухе, заставляя окружающее пространство сильно дрожать, высвобождая бескрайнее море проекций сабли, которые устремились к Ханьле. На лице Ханьли появилось мрачное выражение, когда он крепче сжал свой длинный меч, но вместо того, чтобы защищаться, он закричал: «Пусть небо и земля перевернутся с ног на голову». Ориентация неба и моря мгновенно перевернулась, бескрайнее море заняло место неба, а облачное небо появилось внизу, представляя собой чрезвычайно странное зрелище. Это, естественно, было довольно неприятно для Чжун Луаня, и ему было очень трудно понять, что именно произошло за такое короткое время. Все, что он мог видеть, это то, что его всепоглощающий удар внезапно был направлен в море, что было совершенно противоположным направлением тому, где находился Ханьли. Он немедленно стиснул зубы и насильно изменил траекторию своего удара, вывернув свою алую саблю вверх, чтобы его атака вернулась на прежний путь. Массивная проекция сабли, выпущенная алой саблей, светилась золотым светом и излучала грозную злобную кровяную ци, когда она разорвала тело Ханьли пополам посередине. Другие проекции сабли немедленно последовали за ней в непрерывном шквале, и только после того, как Чжун Луань нанес более 300 ударов, он, наконец, исчерпал всю злобную кровяную ци в своей алой сабле. Раздалась серия оглушительных грохотов, когда алый свет взорвался в воздухе, и облака бурно взволновались, в то время как окружающее пространство также непрерывно содрогалось. «Ты никак не мог не умереть после этого», — усмехнулся Чжун Луань, и к этому моменту сабля в его руке уже вернулась к своему первоначальному черному цвету. Как только его голос затих, в небе раздался звук чьих-то щелкающих пальцев, и небо и земля немедленно вернулись к своей первоначальной ориентации. Небо все еще было заполнено темными облаками, но в море внизу появилась глубокая траншея длиной в несколько сотен километров, внутри которой непрерывно бушевала алая злобная ци, разделяя морскую воду, словно это было чудесным деянием богов. Все тело Чжун Луаня мгновенно одеревенело, когда он увидел это, и он медленно перевел свой взгляд вверх с недоверчивым выражением, где Ханьли стоял с насмешливой ухмылкой на лице, совершенно невредимый. «Как?» — пробормотал Чжун Луань про себя. Ухмылка Ханьли стала еще шире, когда он услышал это, и он с удовольствием подлил масло в огонь Чжун Луаня. «Все, что ты только что видел, было не более чем иллюзией». Всепоглощающая атака, которую он только что нанес, исчерпала практически все его камни бессмертного происхождения и злобную кровяную ци, сделав его непригодным для дальнейшей битвы. Напротив, Ханьли воспользовался этой возможностью, чтобы пополнить большую часть своей бессмертной духовной силы с помощью камней бессмертного происхождения. На данный момент казалось, что исход битвы уже решен. «Не думай, что ты уже победил», — в глазах Чжун Луаня появился злобный взгляд, когда он поднял руку, и черная сабля, которая уже отделилась от его тела, была послана стремительно к Ханьли. В ответ Ханьли ударил своим лазурным длинным мечом по черной сабле, но в то мгновение, когда два клинка столкнулись, на поверхности черной сабли среди вспышки алого света внезапно появилась крошечная трещина. Ханьли немедленно попытался удержать свой меч, увидев это, но было уже слишком поздно. Раздался оглушительный грохот, когда над поверхностью моря поднялось алое солнце размером более 3 километров, излучая невероятно ослепительный алый свет. В следующее мгновение во всех направлениях вырвался поток разрушительных ударных волн, подняв огромные волны, которые прокатились по поверхности моря внизу. Только что взорвав свое связанное сокровище, Чжун Луань выплюнул полный рот крови, а затем раздавил черный нефритовый кулон, который он уже держал в руке. Из раздавленного нефритового кулона вырвалось облако черного тумана, чтобы окутать его тело, и он исчез на месте прямо перед тем, как прибыли волны. Друзья, эти главы — победа с катастрофическим просчетом.
Джун Луань запирает Хань Ли злобной Ци в ментальной клетке, лезет в душу за тайнами. Хань вырывается 72 зелеными мечами и осью тяжелой воды, раздавливает сферу массой океана. Джун создает алого гиганта из крови и морских чудовищ. Хань превращается в 3-километровую золотую обезьяну, но случайно раскрывает козырь, проекции истинных духов, золотой дракон, феникс, павлин. Теперь он не просто сильный, а ходячая сокровищница. Джун пытается вытянуть силы золотыми нитями. Хань отращивает 3 головы и 6 рук искусством истинного дьявола. Победа иллюзией, меняет небо и море местами. Вся атака врага улетает в воду. Джун взрывает саблю и сбегает черным нефритовым кулоном. Что дальше? Охота за Хань Ли как за артефактом? Готовлю продолжение.